Это самый дорогой ремонт однокомнатной квартиры на нашем канале. Я уверен, что наша работа достойна вашего просмотра. Эта квартира находится в жилом комплексе «Маяк» в городе Реутов. Ее площадь составляет 63 квадратных метра. Да, вы не ослышались, площадь данной квартиры 63 квадратных метра. При входе в квартиру нас встречает большое ростовое зеркало. И это не только зеркало, это еще и дверь в кладовую. В коридоре выполнен электрический подогрев пола, имеется несколько источников освещения и входная дверь с современной внутренней панелью. Стены оклеены обоями под окраску, на полу уложен кварцвинил производителя Винилам. Вот эту стену мы тоже отделали кварцвинилом, и здесь будет гардероб быстрого доступа благодаря откидывающимся крючкам. Дальше по коридору огромная система хранения с зеркальными дверьми, а мы с вами переходим на кухню. Для однокомнатной квартиры кухня довольно просторная, ее площадь составляет 15 квадратных метров, на всю стену размещен кухонный гарнитур, и давайте посмотрим поближе его наполнение. Раковина встроена под столешницу, я считаю, что это более удачное решение, чем накладные модели, когда вокруг скапливается вода. Смеситель от Hansgrohe имеет два режима подачи воды, и также мы можем вытащить лейку для набора воды в какую-либо емкость. Вот так это все выглядит изнутри. Вот здесь есть утяжелитель, который возвращает нашу лейку в исходное положение. Рядом с мойкой размещена посудомоечная машина шириной 60 см, а в соседнем модуле на столешнице индукционная варочная поверхность от горения. Над ней находится встроенная вытяжка, фартук здесь выполнен из стекла, установлены розетки и выключатели, АББ «Зенит». Верхние шкафы разделены на два модуля. Нижний модуль имеет систему открывания блюм, а верхний модуль открывается от нажатия. Вот это потолочный короб из гипсокартона, его выполнили, чтобы провести систему вентиляции к вытяжке, а основной потолок в квартире натяжной. И обратите внимание, здесь нет стандартной вставки, которая примыкает к стенам, а выполнен теневой профиль. В последних двух кухонных модулях разместили спиналы со встроенной техникой. Вот здесь микроволновая печь, внизу духовой шкаф и рядом холодильник. И как вы заметили, их поверхность практически зеркальная. Знаю, что вас очень интересует стоимость данного кухонного гарнитура, и этот гарнитур вместе со встроенной техникой горения обошелся в 660 тысяч рублей, а производителя шкафов мы укажем в смете в описании под этим видео. По центру кухни расположена обеденная группа на 4 персоны, но при желании можно разместить и 8 человек. В тесноте да не в обиде, а ее стоимость составила ни много ни мало 80 тысяч рублей. Над обеденным столом висят вот такие интересные светильники. На кухне очень много источников освещения, управляются они из разных мест, и можно создать несколько сценариев освещения под ваше настроение. Изюминка кухни — вот это классное кресло, оно легко вращается, и из него будет комфортно смотреть телевизор, который в дальнейшем разместим на вот этой стене. И сейчас предусмотрели несколько розеток и вывод интернет-провода для подключения смарт-ТВ. Одна из стен отделана декоративным камнем под имитацию кирпичной кладки. Установлен скрытый карниз для штор, кстати, потолки в этом жилом комплексе более 3 метров по высоте. И мы заменили систему отопления от застройщика и установили радиатор Refar Suprema на 8 секций. Из кухни мы можем выйти на балкон, балкон утепляли, из-за этого уровень пола на балконе немного выше, чем уровень пола во всей квартире. На полу и на парапете уложен керамогранит, а кирпичную кладку от застройщика мы просто покрасили белой краской, установили подоконники и натяжной потолок со светильниками. Комната будет разделена на две зоны. Вот здесь установлена кровать, а вот здесь в дальнейшем будет размещен диван. И гостиная от спальни будет отделена деревянными рейками. В зоне гостиной предусмотрели розетки для телевизора. Помимо обычной антенны здесь есть интернет-кабель для подключения смарт-ТВ, и проходит между розетками кабель-канал, чтобы мы могли подключить мультимедийное устройство к телевизору, и провода у нас при этом не болтались. Большая часть электроустановочных изделий в квартире — это АББ «Зенит» с белыми рамками и черными накладками. И как бы это не было смешно, при таком большом бюджете решили сэкономить немного денег, и в тех местах, где розетки не видны, установили белые изделия Legrand Valenna Life. Как и на кухне, одна из стен отделана декоративным камнем, возле кровати установлены вот такие подвижные бра, и мы можем управлять всеми источниками освещения как с каждой стороны кровати, так и при входе в комнату. Кондиционер размещен над изголовьем кровати, выполнен скрытый карниз для штор, и помимо основного потолочного освещения имеется ниша с подсветкой на натяжном потолке.
В ванной комнате уложена комбинированная плитка от двух производителей. Вот та, что под дерево, керамогранит, эталон, а основная плита под мрамор размером 1,20 на 60 м индийской фабрики Азул. Общая стоимость плитки в ванную комнату составила 85 тысяч рублей, и были некоторые сложности при ее укладке. Во-первых, необходимо было сделать запил под 45 градусов, и я напомню то, что высота этой плитки 1,20 м, и она имеет не самую ровную геометрию. Еще трудности возникли с примыканием плитки к борту ванны. Как видите, ванна имеет криволинейную форму. Это чугунная ванна Рока размером 1,70 м на 85 см. Мы постарались сделать максимально корректное примыкание и выполнили экран из плитки. Смеситель для ванны от Hansgrohe с термостатом имеет душевую лейку и тропический душ. Подвесной унитаз от Villeroy & Boch, а инсталляция от Geberit. Рядом расположена лейка гигиенического душа, а смеситель от нее находится в сантехническом люке. Большой сантехнический люк кратно размера плитки обеспечивает полный доступ к инженерным коммуникациям, но чем больше размер люка, тем сложнее его открывать. В сантехническом узле у нас предусмотрена защита от протечек, обратный клапан, фильтр на 100 микрон. Здесь он не промывной. Если необходимо очистить сетку, то откручивается сама колба, достается сетка и прочищается механическим путем. Имеются редукторы давления как на холодной, так и на горячей воде, и установлен проточный водонагреватель мощностью 13 кВт. Также в нашей системе присутствует гидрокомпенсатор и коллектор с отводом трубы на каждую водоразборную точку. При этом основной потребитель у нас ванна, и на нее уходит труба 20 мм, а на все остальные приборы проложены трубы диаметром 16 мм. Вот здесь как раз находится термостатический смеситель для гигиенического душа. Мы можем отрегулировать температуру и напор воды, а также установлен электромагнитный клапан. Когда мы выключаем свет в санузле, подача воды на лейку приостанавливается. Вот здесь предусмотрен коллектор системы отопления. Мы заменили водные трубы от застройщика, установили запорную арматуру Авентроп и коллекторную группу от фар на 2 радиатора. Стоимость материалов для монтажа инженерной сантехники и системы отопления составила около 200 тысяч рублей. На нашем канале есть отдельное видео, где мы подробно рассказываем про монтаж инженерной сантехники в этой квартире. Установлен электрический полотенцесушитель от Sunergy. Он имеет скрытое подключение стены и предусмотрен терморегулятор с таймером. Огромное зеркало с подсветкой практически во всю стену, и установлена большая накладная раковина с мебельной тумбой и столешницей. Это все делалось на заказ. Производитель Мария, та же самая фабрика, что и делает кухни. Стоимость этого изделия 77 тысяч рублей. Помимо того, что это достаточно дорого, мне лично не нравится примыкание столешницы к плитке. С помощью этого плинтуса я полагаю, что можно было бы сделать и без него. Потолок, как и в других помещениях, натяжной, но здесь нет светильников, а освещение выполнено с помощью светодиодной ленты, которая находится внутри потолка. И такое решение очень часто применяем в ванных комнатах на своих объектах. Межкомнатные двери имеют глянцевое покрытие, скрытые петли и металлическую окантовку по периметру полотна. Это фабрика дверей Profil Doors, и стоимость 4 дверей вместе с зеркальной составила 150 тысяч рублей. И последнее помещение в этой квартире — это кладовая. Здесь же расположена стиральная машинка и сердце нашего объекта — электрический щит на 60 модулей. Да-да-да, в однокомнатной квартире электрический щит на 60 модулей. Так как это дом повышенного класса комфортности, застройщиком предусмотрен трехфазный ввод квартиры, в том числе и однокомнатные. И в связи с этим мы установили 4-полюсный рубильник, 3 защиты от скачков напряжения, трехфазное УЗО на бытовую технику, варочную поверхность и водонагреватель, а также необходимое количество однополюсных автоматических выключателей и однополюсных УЗО на каждую групповую линию. Сделана наглядная маркировка, чтобы заказчику удобно было пользоваться данным щитом, но я уверен, что автоматика будет работать безотказно, и заказчик будет использовать только неотключаемую группу при убытии в отпуск. А вот так выглядит этот электрический шкаф без крышки. Как видите, красота должна быть не только снаружи, но и внутри. Над электрическим щитом расположен слаботочный шкаф, в нем произведена вся коммутация интернет-проводов и установлен роутер Wi-Fi. Крышка имеет радиопрозрачный модуль, чтобы зона Wi-Fi покрывала всю площадь квартиры. На материалы для электромонтажных работ, в том числе кабельную продукцию, электрощиты и автоматику, мы потратили более 100 тысяч рублей. Возможно, это дорого, но безопасность дешевой не бывает. Друзья, если вы хотите увидеть подробную смету по всем материалам, которые мы использовали на этом объекте, посмотреть, что было очень дорого, что не очень, вы можете это сделать по ссылке в описании под этим видео. На этом наш обзор подходит к концу. Если вам понравилась наша работа, то поставьте палец вверх. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски о ремонте. Вам большое спасибо за просмотр, и мы увидимся в новых проектах.